Здравствуйте, друзья! Я пеку пиццу дома. И теперь я знаю, как сделать профессиональную неаполитанскую пиццу в домашней духовке. Смотрите, я разработал противень, который быстро нагревается и поддерживает на поверхности теста такую же высокую температуру, как в настоящей дровяной печи. Противень представляет собой радиатор, изготовленный из пищевого алюминиевого сплава. На эффективный нагрев работают 800 лепестков, которые обдуваются горячим воздухом в духовке. Противень имеет массу 5 кг, что позволяет ему накапливать тепло и быстро отдавать его помещенному на него продукту. С подробностями можно ознакомиться на сайте. Как это работает? Я включил духовку в конвекционный режим пицца, установил максимально высокую температуру 275 градусов. С самого начала поместил туда наш противень и жду, пока духовка выйдет на заданную температуру. Параллельно формирую пиццу. Беру простое тесто по итальянскому стандарту из муки, дрожжей, воды и соли. Делаю корж, кладу начинку. Когда духовка нагрелась, противень нагрелся тоже. Кладу пиццу на 3 минуты. Для пиццы чем меньше время, которое она проводит в печи или в духовке, тем лучше. Она не успевает высохнуть. Три минуты прошло, можно вынимать. Готово. Легкое похрустывание. Он держит форму, значит пропекся. Итак, друзья, покажу вам хруст. Сейчас услышите, как хрустит. О, слышите? О, кусок не гнется. О. Неплохо. Чтобы начать печь, не нужно целый час ждать, как в случае с глиняным или шамотным пекарским камнем, пока он нагреется в духовке. Противень нагревается одновременно с духовкой. Кроме того, у него есть еще плюс, на нем можно печь пиццу одну за другой. Он достаточно быстро нагревается, и плюс у него большая масса. После снятия одной пиццы можно сразу же класть на него другую. Кроме того, его можно мыть
моющими средствами. Если вас заинтересовал такой противень, мы можем изготовить такой для вас. За подробностями обращайтесь на наш сайт сферажара.рф. Кстати, я пеку на своем противне и мясо куском. Он так же, как и дровяная печь, запечатывает поры, и весь сок остается внутри. Спасибо за внимание.